Привет, друзья! Сегодня готовим покебол с лососем. Идеальный вариант для завтрака или обеда. Он полезный, сытный и очень-очень вкусный. Если рецепт вам понравится, то обязательно ставьте лайки. А мы не теряем больше времени и поехали готовить. Что такое покебол? Это традиционное блюдо гавайской кухни. В его основе всегда есть рис, рыба или морепродукты, свежие овощи и соусы. Слово поке в переводе означает нарезать кубиками. А главная идея блюда – это баланс вкусов, текстур и позы. Начинаю я с рисом. Я взяла рис басмати. Берем около 100 грамм риса. И в первую очередь хорошо его нужно промыть. Промываю где-то 5-6 раз, пока вода не станет прозрачной. Так мы убираем лишний крахмал, и рис получится рассыпчатым. Добавляю воду и чуть-чуть соли. Вода должна быть примерно где-то на полсантиметра выше риса. Тоже я добавляю шафран, но этот шаг вы можете пропустить. Ставим рис вариться на медленном огне примерно 10-13 минут. После того, когда у нас рис готов, мы его снимаем с огня и добавляем немного рисового уксуса, буквально 1-2 чайные ложки. Аккуратно перемешиваем, чтобы рис стал более ароматным и с легкой кислинкой. А пока рис варится, займемся рыбой. Я взяла лосось, очищаю его от кожи и нарезаю аккуратными кубиками. Готовить лосось я буду в эйрфрайере, но перед тем его нужно замариновать. Для маринада использую соус хойсин. Это густой азиатский соус со сладко-соленым вкусом на основе соевых бобов и специй. Он отлично подойдет к рыбе. К нему добавляю 1 столовую ложку соевого соуса, немного шрирача, это острый соус, и чуть-чуть свежевыжатого лимонного сока, и совсем немного соли. Все хорошо перемешиваем и оставляем лосось мариноваться на 5-7 минут. А пока рыба маринуется, мы подготовим все другие ингредиенты. В этом рецепте я использую манго. Оно придаст нашему бобу легкую сладость и сочность. Разрезаем манго, делаем надрезы сеточкой прямо в кожуре. И с помощью ножом мы аккуратно извлекаем мякоть. Морковь сначала с помощью овощистки нарезаем на тонкие слайсы, а затем режем их соломкой. Получается вот такая аккуратная нарезка. Теперь авокадо. Разрезаем его пополам. Одну сторону поворачиваем по часовой стрелке, а другой в противоположную сторону. И авокадо легко раскрывается. Ножом ударяем по косточке, перекручиваем и извлекаем ее. Берем ложку и поддеваем ее между кожурой и мякотью и аккуратно достаем плод. Нарезаем авокадо очень тонкими слайсами, выкладываем их внахлёст и аккуратно сворачиваем, так, чтобы получилась красивая розочка. Рыба уже промариновалась, поэтому пора ее отправлять, чтобы она готовилась в эйрфрайере. А пока она готовится, мы займемся вместе с вами соусом. Наш соус будет на основе майонеза, и я взяла легкий. К нему добавляем соус сладкий чили, он придаст легкую остринку. Затем добавляем соевый соус, у меня темный. После этого вливаем свежевыжатый лимонный сок. Добавляем чуть-чуть сушеного имбиря и все хорошо перемешиваем до однородности. Все наши ингредиенты готовы, давайте собирать наш покебол. На дно тарелки отправляем рис. В центр выкладываем авокадо. Лосось складываем с одной стороны тарелки. Затем добавляем манго и морковь. Поливаем немножко соуса. Потом посыпаем чуть-чуть кунжутом и добавляем немного зерен граната. Наш покебол с лососем уже готов. Он получился очень ярким и полезным. Но давайте мы его оценим чуть-чуть поближе.
Ребята, если вам понравился сегодняшний рецепт нашего покебола, то обязательно ставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребята. Пока!